Он забивал голы на самых престижных стадионах мира. Но одна лопнувшая покрышка навсегда изменила его жизнь. Ранним утром 3 июля в Испании, в районе населенного пункта Сернадилья, разбился игрок английского Ливерпуля Диого Джота. У автомобиля на высокой скорости лопнула покрышка, он вылетел с трассы и загорелся. По информации СМИ, оба пассажира не успели выбраться и сгорели внутри машины. С Диого Джота ехал его брат. Это просто ужасающая смерть. Еще трагичнее эту ситуацию делает то, что погиб он всего через 2 недели после своей свадьбы. Сегодня я расскажу о самых известных и страшных авариях с участием футбольных звезд, а также о том, какое влияние на карьеру это произвело и как сложилась их жизнь после. Что ж, давайте начинать. Посмотрите на этих 3 людей. Как вы думаете, что же их объединяет? Да, все они футболисты, но это не единственное. Все эти 3 человека разбили свои Феррари. Вот, например, первый наш герой Неймар во времена игры за Барселону вылетел на встречную полосу после проезда кольца. Футболист совершенно никак не пострадал. Пострадал, правда, при этом только кошелек футболиста. Никаких травм Неймар не получил и в самой ближайшей игре вышел на поле. Его немедленно забрали сотрудники клуба, которые прибыли на место аварии. Ну и часть этих сотрудников просто остались на месте, чтобы оформить необходимые документы. А вот следующий наш герой Артуро Видаль говорит о своем ДТП следующим образом. Это сильно изменило мой образ жизни и мышления. Меня могли выгнать из сборной, но поставили в старт. Это стало хорошим подспорьем. А говорит это он про тот случай, когда во время Кубка Америки в 2015 году парень воспользовался возможностью посетить казино Монтичелло. А после всего этого, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, разбил свой Феррари. Кстати, модель Феррари, которую разбил Неймар и Видаль, одна и та же. Это Феррари 458, цена которой на момент покупки достигала $300 тысяч. В результате аварии Видаль получил незначительные травмы и уехал в отделение отдохнуть до следующего утра. Второй автомобиль, участвовавший в аварии, перевернулся, но семья, находящаяся в нем, также не получила значительных травм. Однако и в этом случае авария, тем более в состоянии алкогольного опьянения, никакого эффекта на карьеру футболиста не возымела. А бренд Ferrari в очередной раз доказал, что для вождения их автомобилей нужно обладать навыком. Что подтверждает и следующий наш случай, который произошел с гигантом мирового футбола Криштиану Роналду, который еще во времена своей игры за Манчестер Юнайтед превратил свой Феррари в груду металлолома, после того как врезался в стену прямо в туннеле. Судя по всему, парень очень торопился, потому что колесо было найдено за несколько сотен метров от места ДТП. Криштиану на тот момент было 23 года, и он не получил даже царапины. А вот полицейские, убедившись, что Криштиану трезв, назвали произошедшее самым дорогим голом Криштиану Роналду, потому что стоимость Феррари, которую футболист буквально заколотил в бетон, около $500 000. Если вы думаете, что это самая дорогая авария в истории футбола, то вы глубоко ошибаетесь, ведь Роналдо еще тот любитель побить дорогие гиперкары. Вот, например, во время отдыха на Майорке Криштиану взял с собой 2 автомобиля: Bugatti Veyron за $2 миллиона и Mercedes-Benz G-Class за 366 тысяч. И как вы думаете, какой автомобиль был по итогу разбит? Ну, конечно же, Bugatti Veyron. Тачка Криша въехала в стену дома посреди жилого комплекса в городе Буньоль. Но вот, к счастью, за рулем сидел не футболист, а один из его телохранителей, которому теперь придется отрабатывать очень долго. Ну а простил или нет Роналду своего телохранителя за столь неаккуратное обращение с редким автомобилем, история умалчивает. Разумеется, делать фотографии таких ДТП можно только на доисторический Sony Ericsson. Только это оправдывает ужасное качество снимков. Я разбил машину и пошел домой. Именно так прокомментировал ДТП со своим участием бывший игрок Интера, Милана и Манчестер Сити Марио Балотелли, который, кстати, славится своим скверным поведением на публике. Вот несколько кадров с его исполнениями. Ну а в случае ДТП он решил, что поднимать большой шум из-за чего-то подобного вышло из моды и просто сел и уехал домой. Но, как мы теперь знаем, шум поднялся сам собой. Инцидент произошел в 2023 году, и вот несколько фотографий с места события. А как считаете вы, должны ли звезды мирового уровня дожидаться правоохранительных органов на месте? Пишите в комментариях.
Ну а в 2020 году произошел любопытный инцидент. Звезда на тот момент британской Астон Виллы Джек Грилиш выложил у себя в Твиттере пост с призывом всех оставаться дома. Ну тогда шел карантин, понимаете. Ну а сам футболист поехал на вечеринку к своему бывшему одноклубнику Россу Маккормаку. Ну а после вечеринки решил вернуться домой на своем Range Rover. И только посмотрите на это видео. Очевидно, что парень принимал не только гранатовый сок. Он задел 2 автомобиля за минуту. При этом машина двигалась по странной траектории. Однако в употреблении веществ или алкоголя замечен не был. Как вы думаете, возможно ли такое, что в Британии полицейские берут взятки? А да, после 2 машин, что он задел, он решил просто въехать в стену. Ну, после задержания он был лишен прав на 1,5 года и отделался штрафом в 80 тысяч евро, что в целом эквивалентно цене за Range Rover Sport в Британии. А кстати, про коллекцию автомобилей этого футболиста мы говорили в большом видео про автомобили футболистов из английской премьер-лиги. Обязательно переходите на канал и посмотрите это видео тоже. Что ж, резюмируя все вышесказанное, друзья, не превышайте разрешенную скорость. Знаки стоят на дороге не просто так. Ну и никогда, повторяю, никогда не садитесь за руль в состоянии опьянения. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, впереди много нового. Всем пока.